Что же он хочет от ваших отношений? Здравствуйте, меня зовут Юлия, рада приветствовать вас на своем канале и пока свою колоду, а вы думаете о человеке, а может и не думаете. Я благодарю за лайки, уже которые вы поставили, возможно, лайк. Благодарю за комментарии, которые оставляете под моим видео. И хочу сказать, знаете что? Да, хочу, конечно же, поблагодарить людей, которые вносят свою лепту в виде финансов. Я оставила номер карты в описании к видео и понимаю, что работа моя очень важна, нужна и самое лучшее проигрывается в ваших жизнях. Я хочу сегодня в этом видео затронуть буквально на полминуты такую тему. Я знаю, что есть много людей, они неосознанно принимают информацию, смотрят видео, да, получают как бы для себя информацию и идут с миром дальше, не оставив о себе никакого знака, не подписавшись, не поставив лайк, не отметившись каким-то образом, да. Смотрите, дорогие мои, я четко понимаю, потому что, ну, все мы каким-то образом, да, то есть я действую вот в таком русле, да, то есть тут говорю это с любовью. Вот что я хотела сказать. Дорогие мои, в любом случае вы можете так поступать, но тогда не надейтесь, что в ваших жизнях как-то оно отыграется очень хорошо. Это не угроза, не дай бог, Господи. Только свой личный опыт, свое личное восприятие мира. И девочки многие, которые поддерживают, да, такое направление, они вам точно могут об этом сказать. Что внося какую-то лепту в виде лайков, в виде комментариев, в виде любого вообще отметки, да, то, что вы принимаете эту информацию, вы эту информацию принимаете себе. Ну вот как-то так. А если вы думаете, что получили ответ и можете просто уйти, ну, я думаю, что это будет не на вашу пользу. Вот такое вот информационное сообщение. А теперь давайте смотреть его планы на ваше совместное будущее. Есть ли у него вообще в голове эти планы? Подумайте о человеке. Вдохните, выдохните. Будем смотреть. По ходу будем смотреть вообще, как будут с нами разговаривать высшие силы о нем, как он будет с нами разговаривать. Так, ну, во-первых, первое, что выпадает, это паж. Человек реально чувствует себя намного неувереннее, чем вы с ним в отношениях. То есть он немножко вот как бы делает некие шаги, неуверенные шаги, прощупывает почву, прощупывает вообще вас, изучает вас. Но здесь изучение такое, знаете, как на уровне энергий, социума, на уровне вот, узнать вас именно физически, какая вы. То есть тут человечек, я вижу, что еще не до конца вас изучил. Он буквально вот хочет узнать вас больше, и делает довольно неуверенные шаги. Так, на дне колоды все-таки упал взгляд тройка мечей. Знаете, почему неуверенные шаги, почему вот так по-пажески поступает в вашу сторону? Да потому что у него в жизни уже была боль от женщины, причинившей ей его. Ну, очень так некрасиво, наверное, поступила она. Давайте заглянем все-таки в эту. Да, смотрите, это была супруга. И он ищет сейчас свою императрицу, свою девушку. Так, что это я включила? Надеюсь, что все будет слышно хорошо. Я должна проверить звук. Так, мне пришлось остановить видео, чтобы проверить звук. Звук был хороший, отлично. Итак, хотела заглянуть вот в его прошлое немножечко все-таки. Раз мне попался этот арканчик, будем смотреть. Арканчик-тараканчик. Что же это у него за тараканы такие в голове, которые не позволяют ему нормально действовать в вашу сторону, а действуют как паж? Что это за прошлое такое? Луна. Тройка. Смотрите. Здесь могла быть измена со стороны женщины, к которой он был очень сильно привязан. Причем ее такое поведение очень сильно ранило его душу. Хорошо, посмотрим, что же это такое. Почему так произошло.
Да, там было сильное притяжение, эти отношения были сложные для него. Прошлые отношения, в которых он был, были очень сложные для него. Здесь может быть еще продолжаться эта ситуация, все еще, больное сердце, все еще какие-то, знаете как, остатки чувств, но опять же, это не чувство уже, а привязанность, потому что когда сердце болит, что там можно чувствовать? Можно чувствовать боль, можно чувствовать утрату, можно чувствовать тяжесть, можно чувствовать, ну что еще можно чувствовать? Ну, я не знаю, наверное, очень сильно больно. Очень сильно больно, и поэтому, да, человек буквально вот такие незрелые шаги по пажу делает, как по льду, он может подскользнуться, он знает это. Здесь паж, он идет по льду. Там многие тарологи, вижу, не могли определить, тут реально могу сказать, он идет по льду. Лед, неустойчивое положение, луна, тем более старая луна, да, то есть это уже познавший, можно сказать, какие-то чувства человечек, и поэтому от этого чувствует неуверенность. Просто неуверенность. Неуверенность в действиях, он идет вот таким пока, да, к вам, пажом. Ну что ж, ему пришлось расстаться с этой девушкой, я так понимаю, в прошлом. Ну, видите, как немножечко так сняли слой, пласт с его прошлого, с его подсознания. Вот там хранится вот эта боль. Вот эта утрата, вот то, что осветили ему сейчас, да, и узнали о нем немножечко больше. Хорошо. Ну, видите как, там было разрушение. То есть человек дотла разрушен, дотла. Ему нехорошо. Ему нехорошо. Но в вашу сторону, смотрите, он-то идет, как пажик, но идет неуверенно, но вот топает. Со своими тараканами, со своими проблемами идет. Научилась наконец-то тасовать эту длинную колоду. Карты очень длинные, тонкие, но шикарные, просто шикарные. Девочки, я не знаю, некоторые совсем редко-редко, я вижу такие комментарии, там 1 из миллиона, что эта колода прям такая отвратительная. Боже упаси, я не знаю, я так не думаю. Здесь просто великолепная колода. Видите, как она меня просто любит и обожает. Карта влюбленная. И мы с ней очень хорошо сработались по тройке пентаклей. Шикарная просто колода. Если вы присмотритесь, там замечательное выражение лиц, вообще позы и так далее. Очень говорящее. Очень говорящее. Это Таро безумной луны, кому интересно. Вот в такой упаковке. Шикарная колода. Так, опять маленькое отступление, но это все как-то идет потоком, я и говорю. Все, что вам нужно. Хотя я так просто чувствую, что кто-то об этом спросил только что, да, из вас, и я ответила. Дальше идем. Дальше идем. Что же он хочет от ваших отношений? Будем дальше смотреть. Дорогой наш мужчина. Вот такой вот неуверенный паш, с болью в сердце, со своими тараканами в голове. Что ты хочешь от отношений с данной девушкой? Давайте смотреть дальше, какую информацию нам будут давать высшие силы. Буду так, потому что это как начало, да, было, я все-таки чувствую. Ну, смотрите, сейчас человек вообще не старается мало действовать, бездействовать, но верит, что на горизонте у него будет женщина, которая доставит ему безграничное счастье, что он встретит ту единственную. Для него важен, кстати, я вижу физический контакт, секс, то есть если тут отношения, как говорят, отношения на расстоянии, я всегда говорю, это в кавычках отношения. Тут четко мужчина настоящий, тот, который хочет чувствовать вот женщину, да, не то, что там думать о ней, хотя о ней он думает, но хотел бы физического контакта, хотел бы с вами физического контакта. Это человек, который реально настроен на встречу, причем такую полноценную, да, с продолжением, с женщиной, которая будет ему близка. Близка во всем. Вот по солнышку это просто близость абсолютная, взаимопонимание, душевный контакт, интеллектуальный контакт, физический контакт. Ну и тут нам еще как доказательство королева жезлов, он ищет именно такую. В вас он увидел именно женщину, которая может решить этот вопрос. По солнышку, вот по всем статьям. Но смотрите, пока видите, как у него действия какие, такие сонные, спящие. Может, проявляется, да, шаги делает. Нам тут показали, что что-то он проявляет как-то в вашу сторону настолько непонятно, незрело, неуверенно, что вы вообще можете не понять, что он хочет от вас. Вот что он хочет от вас, неизвестно.
Ну, смотрите, нам тут карты раскрыли. Высшие силы, да, через эту колоду раскрывают секрет его. В вас он видит жар, вот это, именно тот жар, который ему необходим. Физический контакт, умственный, интеллектуальный. В вас это есть. Королева жезлов — это некая амазонка, да, тут даже она показана с одной грудью. Помните легенду об амазонках, которые избавлялись от одной груди со стороны, где им нужно было пользоваться луком. Вот вы ради своей деятельности можете избавиться от части женского, да, женского своего. Не физически, я уверена, не дай бог, а вот от чего-то женского вы можете избавиться, да, и внедрить туда что-то мужское. То есть мужской характер, мужская такая жилка к деятельности, вот он вас это видит. Плюс еще, естественно, жезловая — это страсть, это красота, это интуиция на уровне действия, да, то есть вы подумали, узнали информацию, сделали. Вы реально достойная пара ему, он считает. Ну, смотрите, пара пока какая. Он жезловый паш, вы жезловая королева. Проявится ли он как король, будем смотреть. Что хочет от ваших отношений? Всего хочет. По солнышку всего. Вас сначала хочет, всю вас. Овладеть вами, узнать вас поподробнее. И вот если вы подойдете и будете солнышком, тут вообще может проигрываться, кстати, и интернет-роман, потому что я вижу, что вот эти незрелые шаги и его бездействие, пока он вас не узнает до конца, полностью по солнышку, это полностью вот безграничное прям обладание вами, он не сможет делать эти шаги уверенные. Насколько вы его любите, насколько он вам дорог, да, вот это все он должен узнать в процессе общения с вами. А если же вы общаетесь физически, то еще не до конца он вас разгадал. Еще не до конца. Что хочет от вас, от ваших отношений? Так, ну естественно, он хочет тройку кубков, естественно, он хочет наполненности, чувственности, все вместе с вами прожить. Тут в этой тройке кубков, в этой колоде просто шикарно. Здесь и физическое, и духовное. Тут и иерофант вместе празднуют, да, и вот такое безрассудное такое поведение женщины. И все это он хотел бы ощутить вместе с вами. Духовная близость. Опять же, да, возвращаемся к тому, что интеллектуальную и все. Потому что сейчас у него состояние, вот две противоположные карты. Аркан солнышко, да, наш 19-й, и аркан пятерка пентаклей говорит о том, что сейчас у него полная духовная такая обесточенность. Обесточенность. Вполне возможно, что у него никого вот рядышком нет, да, женщины, которая смогла бы его утешить. Если же и есть что-то, да, вот как бы рядом присутствующее, но это не то, потому что по пятерке мечей он требует сейчас внимания более глубокого. Он нацелен на двойку кубков. Двойка кубков — это союз двух равноправных людей. Но все равно это начало. Все равно это начало. Начало. До десятки кубков пока еще рано. Еще не до конца изучил. Пока еще будет пажом, да, вот изучать, неуверенные действия такие делать. Хорошо, я бы хотела заглянуть все-таки далеко-далеко в его подсознание, в его сердечко. Что ж там творится по отношению к вам? В сердечке. Король пентаклей. Но он бы хотел покровителем быть вашим. В сердце интересно что-то. Подсознание его подсказывает, что вы та, с которой можно начать новый путь. И он не прогадает и не проиграет. Я вижу, что для него важна, знаете, такая стабильность, устойчивость в жизни, вплоть до того, что финансовая какая-то составляющая здесь может быть. Но он понимает, что вот это новое, безрассудное, это риск. Да? То есть вы пока для него еще риск, пока еще конкретный риск. Он как по лезвию бритвы с вами. Он еще не до конца вас узнал. Для него вообще вот какая-то любая женщина риск.
да, вот. Но здесь он к вам хотя бы хоть что-то как-то проявляет, и солнышко, да, хотел бы действий, но пока еще понимает, что для него это риск. Для него риск. Риск для его финансов, возможно, да, потому что, возможно, прошлая какая-то дама, ну, как-то неправильно себя вела, да, хотя понимание того, что с женщиной нужно по королю Пентакли, это человек все равно, который обеспечивает женщину по всем статьям. Так, немножечко сегодня меня отвлекают, но это абсолютно не мешает мне. Я к этому привыкла. Так. Итак, остановились на том, что мужчина действительно, как для того, чтобы ему проявляться в вашу сторону, да, ему нужна какая-то стабильность. Для него пока вот это проявление, да, является, ну, неким риском. Почему? Потому что по пажу жезла вот эти вот неровные такие проявления в вашу сторону его вот пока устраивают, да, пока устраивают из-за того, что некие тараканчики в голове существуют. Больно ему в сердце. Для него пока так. Насколько долго он, вот долго может еще так идти по льду, не уверена. Потому что рискованных таких движений еще для него это очень сильный риск. Вот, очень сильный риск. Так, хорошо. Чувство. А что у него... Видите как? Он боится, что вы от него отмахнетесь вот так вот. Он этого боится. Вот реально у него есть такой вот некий неосознанный страх. Хорошо. Я хотела бы посмотреть все-таки истинные чувства этого человека. Есть ли они у него вообще к вам? Истинные чувства. Что у него там глубоко-глубоко в сердечке? Чувства в вашу сторону. Какие чувства? Императрица. Туз кубков. Девочки, ну, вы видите, какие чувства глубоко внутри? Все, что он выдает на поверхность, это вот это, да? Вот то, что сознание и где-то вот чуть-чуть выше на подсознании. Но смотрите, что у него глубоко в сердце. Императрица, туз кубков, десятка пентаклей. С вами ему хочется семьи. Он понимает, он чувствует. Вот он все равно чувствует. Сердце ему подсказывает, что с вами вы та достойная женщина, с которой можно наполниться до краев. С которой он ну просто вырастет до небес. В чувствах вы императрица. Что может быть лучше? На вопрос отвечающие, какие чувства у тебя к ней? Вы императрица. Вы все. Вот внутри, глубоко в сердечке, ему подсказки дает подсознание, где-то вот такие импульсы, что она та самая. Хотел бы с вами, естественно, нечто большего, не просто секс, не просто вот пообниматься, не просто писать какие-то смс-очки ненужные. Нет, он всего с вами хочет, всего. И плюс еще десятка пентаклей говорит о том, что в чувствах у него, естественно, создание такого крепкого, мощного мегасоюза, основанный на взаимоуважении, большим даже основано на уважении к женщине. Он пентаклевый король. Здесь, да, раскрылся. А вы императрица. Король, который проявляется как паж. Где-то это уже было, да, вот в недавних раскладах. Что-то было. Тот же самый персонаж вижу. Некоторая его следующая грань. А вы та, которая его может возродить. Новое чувство дать. Новое ощущение. Причем полное. Здесь кубок полный у него. У нее. Он видит вас очень-очень нежной и красивой. Сердце его видит вас такой. Но по десятке пентаклей вы достойная женщина, с которой хотелось бы построить такие крепкие отношения. Тут видите как? И десятка пентаклей сложилась, и туз кубков, именно чувства вместе с пентаклями. Все равно этот человек думает о том, что с вами можно построить империю. Семейную империю. Обалденно. Вот по чувствам мне нравится, как он ответил, девочки.
Да, нерешительный, да, что-то у него есть. Ну, смотрите, здесь вообще-то может быть ваш судьбоносный партнер. Не буду прятать даже эту карту, как объяснение, она мне подходит, да, по продолжению, чтобы продолжить выяснять, что же ты тогда надумал по отношению к ней. Хорошо, ладно, видите, как вскрыли его все-таки сердце, в хорошем смысле. Мы лапароскопией действуем, поэтому безболезненно и не нарушая каких-то процессов в его подсознании. А наоборот, сейчас он вместе с вами буквально квантово просматривает данный расклад и начинает потихонечку все, что у него в подсознании, глубоко в сердечке, всплывать наружу. И подсознание ему шепчет, подсказывает, она та самая. Вот так вот, девочки. Окей? Согласны со мной? Ставьте лайк. А по сути, как хотите. Давайте смотреть дальше. Что же ты надумал по отношению к этой девушке? Давайте посмотрим сейчас. Вот у него есть какие-то планы вот по отношению к вам именно сейчас? Какие планы у тебя по отношению к ней сейчас? Отлично. Ну, сейчас видите, да? Сейчас мы немножко ситуацию отрезвили. Почему? Потому что сейчас планы все-таки изучать вас настолько, насколько вот вы, переговорить с вами, выяснить какие-то моменты. Планы, может, вы говорите на разных языках, потому что тут прям, знаете как, вот такие вот высокие чувства, и тут бац, меч. Что-то мешает вашим, его планам. Что-то мешает. И по мечам это что-то такое, разум, речь, разговор. Во-первых, он хотел бы отсечь свое прошлое, и только после этого конкретные шажочки делать. По пентаклевому пажу это все-таки изучение. Вот что-то нужно делать для того, чтобы вас конкретно узнать. Ценность вашу узнать. Тут не просто прощупать, да, насколько вы там подходите, тут вашу ценность, насколько вы ценны. Тут человек очень такой основательный, я вижу. Очень основательный парень, который буквально каждый свой шаг вымеряет. Вот он как, знаете, водомерка здесь на льду, да, он льдомерка получается. Вот как водомерка идет и выверяет каждый свой шаг, дабы не оступиться и не утонуть. Потому что если оступиться и утонуть, пока у него еще хватает вот этой невесомости, да, сил, чтобы не утонуть. Вот как у водомерки, да, для чего она какими-то особенностями обладает, чтобы не опуститься в воду, а вот четко шагает по воде. Вот он и точно так же делает. Если чуть-чуть нарушит свой баланс, он просто утонет. Поэтому, чтобы не утонуть, он должен вас конкретно основательно изучить. Хотя чувство у него, что вы по судьбе, уже есть. Но это только плюс для продолжения ваших отношений. Вы знаете, он будет к вам присматриваться, изучать. Вот вы сейчас, знаете, под его таким мощным прицелом взгляда, прицелом чувств его, сейчас все его фибры, все его клеточки изучают вас, каждую клеточку вашу. Вы сейчас, знаете, как находитесь, ну как же вам сказать, как актриса в театре, на которую смотрят все его, каждая клеточка, это как вот зритель, зритель в зале. И оценяюще, прислушиваясь к каждому вашему слову, прислушиваясь к каждому вашему, присматриваясь к каждому вашему действию, вот так человечек сейчас вас изучает. В общем, сейчас пока в планах изучать. Человек еще долго будет. Я так вижу. Потому что по пажу это вот только, знаете как, начало изучения вас. Смотрите, я тут вижу все-таки, что здесь начало отношений. Начало даже тут практически могло бы и не быть физического контакта. А если был, то он такой исключительно классный, что он прям такой след оставил в нем, что он теперь к вам приклеился. Вот. Либо не было контакта, он прям бредит этим. Если вы захотели посмотреть на там собственного мужа, либо человека, с которым давно-давно, то я тут вижу нет. Нет, в вашу жизнь сейчас с этим раскладом постучался другой человек. Абсолютно другой человек.
Поэтому, если хотите, можете рассмотреть, принять вот эту ситуацию, вот этого человека. Если тот вам уже конкретно ранил сердце, душу и так далее, да, тут смотрите. Сейчас вот прислушайтесь к тому, что я только что сказала, потому что в комментариях могут писать, что не подходит. Ну, если вы включили это видео, девочки, значит, судьба как-то, знаете, тихонечко ноготками стучится и спрашивает, вот такой вам парень вообще подходит, нужен? Может быть, откажись от того, кто тебе причиняет боль. Ну вот, потому что здесь я не вижу боли от этого человека. Здесь я вижу конкретно нерешительные шаги. Он проверяет и вас, и себя на ощущения рядышком с вами. Ну, вот такой вот персонажик. Хорошо. А мы все-таки заглянем немножко дальше. Потому что его душа знает больше, чем его сознание. Вот я бы хотела посмотреть в его душу сейчас, какие планы там у высших сил на вашу пару. Так, перевернулся туз. Ой, туз, господи. Король кубков. Планы проявиться как король кубков. В окружении всех этих карт король кубков для меня сейчас видится как позитивный, положительный актер вашей игры, вашей любовной такой вот игры. Он хочет, чтобы его любили прежде, но он и несет кубок с собой. Но сначала вот этой палочкой прощупает, насколько вы относитесь хорошо к нему, да, насколько вы его любите. Но опять же, это такой тоже хитрый парень, который может зацепить и смотреть. То есть, если вы его как-то вы в чем-то не подойдете под его стандарты, он готов уколоть. Потому что здесь есть как крючок с одной стороны, так и такой гарпун, да, какой-то двойной, как вилы, которыми он может уколоть. Но он идет босиком к вам. Это человечек все-таки есть какая-то безоружность у него. То есть все-таки он рискнет, готов, сможет все-таки проявиться как король кубков. Пока между вами, видите как, тут может быть и блоки, и границы, тут все что угодно может быть. Переписка может быть. Но вот не нравится ему это ограничение. Есть какая-то гора между вами, препятствие. Что там за гора? У каждого свое. У кого-то это границы, у кого-то это разные страны, да, у кого-то, не знаю, может быть, семьи, которые враждуют. Вот такое даже девочки писали, есть, знаете, как Ромео и Джульетта, и просто вражда идет. Вот даже такое сейчас есть. Да, когда родители знают друг друга. Вот. Но это такой, знаете, совсем такой единичный случай. Но здесь, по большей части, есть какая-то преграда, препятствие в виде людей, в виде общества, в виде каких-то разниц между вами. От ментальных границ, да, до, не знаю, разниц религий. Тут что-то есть, что-то препятствует все-таки вот такому, знаете, кубковому. Он-то нежный, знаете, как он не сможет пройти через колючие какие-то проволоки. Это не жезловый, не мечевый и тем более не император, который может, знаете, как вот прорубить себе дорогу, если нужно, другими руками, как император, да, это делает. Сам сидит, а ручки других людей прокладывают ему дорогу. Он здесь выступает, знаете как, более таким беззащитным. Но проявляться хотел бы. Проявляться хотел бы. Хорошо. Планы. Давайте все-таки в эти планы мир. Тут, да, по карте мир это могло бы быть что-то такое, значительное какое-то препятствие в виде вообще, там, не знаю, расстояния большого, может быть. Может, ментальное расстояние большое. Давайте все-таки смотреть еще дальше в его душу. Она знает больше, чем его сознание. Что там за планы у высших сил? Получается, у него на вас, да? Какие планы? Что он хочет от ваших отношений в глобальном смысле, вот на далекую перспективу? Для начала разрушить некую неуверенность, стабильность, достичь какой-то стабильности. Вот после разрушения, знаете как, вот у высших сил здесь такой план. Смотрите, будет момент, у кого-то уже проигрался, может быть,
когда вот будто бы все разрушится дотла. Абсолютно все. То есть будет такое поле, вот чистое, просто один пепел. Вот на этом пепле можно что-то делать. Что-то уже, что-то новенькое. Что-то новенькое. Возможно, башня развалится и выкатится лампа Аладдина, из которой выскочит джин, да, и скажет: теперь исполняю все твои желания. Вот что-то такое, я надеюсь, какой-то образ, да, у вас возник, только более такой физический, реальный, реалистичный. То есть все изначально что-то должно разрушиться. Вот такие планы. Разрушиться. А что же это такое, вот интересно? Угу. Смотрите, здесь император. Вполне может быть, он будто бы хочет исполнить свое желание прежде, да, прежде свое желание, но этот император подвешен. Пока еще он видит мир в перевернутом виде. И так долго может висеть, вот как только может, пока веревочка не сгниет. Он не сделает лишних шагов, девочки, не сделает лишних шагов сейчас. Но смотрите, в планах что? Вы в его сердце императрица, помните, а это император, это супруг императрицы. Но нам сейчас говорят: будьте готовы к тому, что что-то должно разрушиться. Разрушатся ваши иллюзии. Вот когда иллюзии разрушатся, возможно, вы друг о друге еще многого не знаете. И воспринимаете друг друга довольно иллюзорно. То есть он в вас видит прям что-то такое, да, но понимает, что где-то это иллюзия, где-то это созданный лично его сознанием образ. И вы точно так же. Пока это еще такая ситуация, когда неуверенность есть, да, и приходится лавировать. Неустойчивость все-таки существует. Вот когда вот эта неустойчивость разрушится, вы увидите друг в друге уже то, что какие вы есть на самом деле, будет все-таки ситуация, когда вот такая подвешенная. То есть тут такие этапы прям проходят. Так, сынуле прям очень интересна сама ситуация с человеком, я так понимаю. Он постоянно бегает и что-то спрашивает. Так, и мне приходится прерываться. Но поток у меня очень быстро восстанавливается, поэтому не переживаем. Смотрите, все-таки в планах, да, после вот некое разруливания ситуации с зависанием каким-то, да, с отношениями, когда вот что-то вообще видно друг в друге совсем не то, вот эти иллюзии разрушатся. И после того, как человек все-таки побудет в этой ситуации, как-то даже поддержит вас на весу. Даже поддержит вас на весу. То есть словит на крючок, да, и будет держать на этом крючке. И вы будете в перевернутом виде все-таки висеть. Что значит, я думаю, тут, девчонки, вы поняли, да, что вы будете все-таки вот думать, чувствовать его, как-то вот притягиваться к нему, но вы не будете знать, как действовать, понимаете? Вроде как он и ваш, а вроде как и не ваш. Вроде как и что-то действует он в вашу сторону, но вроде и нет. Но просто держит на крючке. Грубо говоря, рыбку, которую споймал, держит на крючке. То есть так он тоже может. Так он тоже может. Вот так вот он раскрылся, дорогие мои. Вот такие вот планы. Вот такие планы. Но тут прежде избавиться от иллюзий, от лжепредставлений друг о друге. Вы еще друг друга толком, получается, не знаете. Отписывайтесь, пожалуйста, мои хорошие, в комментариях. Обязательно ставьте лайки, если хоть что-то, хоть понимаете, что вот что-то резонирует, потому что судьба тут же принимает это, да, и хочет, чтобы реализовалось. Давайте все-таки посмотрим еще, что нам раскроют по поводу этих планов высших сил на вас. Так, будем смотреть глубоко. Тут нужно избавиться, вот знаете, как момент мудрости. Тут уже вот мы закопались, то есть нам рассказали саму суть, а вот это глубина этой сути, то есть как к этому придет.
Сама суть, это все-таки человек планирует, что планирует? Планирует найти супругу для себя. Тут я это просто чувствую от этого расклада. Но, смотрите, чтобы не навешивать на вас какие-то розовую пелену, я хочу так сказать, что от вас тут обоих, знаете как, требуется глубочайшая мудрость внутренняя такая, да, избежание конфликтов, потому что, скорее всего, вы, ну, тоже, знаете, как у каждой нас есть какие-то свои там тараканчики, от которых мы либо осознанно пытаемся избавиться, да, и прощаемся с ними, посылая их куда-то там в сад, либо так и живем с ними, да. Вот, девчонки, избавляемся от тараканов, знаете, каких? Поучать мужчину, ругать его за что-то, встревать в конфликты, вот как-то так. Просто держать его на каком-то, ну, не знаю, тут такое неприятное что-то. Тут больше мудрости вот такой вот нужно проявлять. И больше своей чистой сейчас по императрице тут, скорее всего, знаете, как значимости. Прежде всего, вы поймите, что вы значимая особа, что вы императрица. И что вы вот до такой низости, там, например, не опуститесь, чтобы там осуждать мужчину за что-то. Зачем это вам, если не суди, и точно судить никто не будет. А если осуждают, то это возвращается им. Угу. Ладно. Боится он этих планов, понимаете, как своих. Как это достигать? Но в будущее верит. Вы знаете как? Вот он избавится от этой, что-то умрет в нем такое окончательное, болезненно, прям он расстанется с этими своими заморочками. И вы тоже. Потому что что-то должно... Вы как-то, наверное, вытравите этих тараканов из головы, абсолютно всех. Что-то может быть, старые стереотипы, старое какое-то поведение в отношении мужчины, себя принижение при нем. Ну вот что-то такое, да, подстраивание. Вот даже в этой ситуации, когда вы, указывая что-то мужчине, вы можете все-таки вот как-то себя так были вести, как-то подстраиваясь, да, вот что-то, не знаю, ну как-то так, что себя принижали. Нет, смотрите, что здесь говорят, что будущее здесь все-таки идет на рост, то есть только после точки. А что за точка? Это все-таки прощание с тараканами какими-то? Ожидание уйдет. Угу, да, будет рост. Будет рост, будет шанс, и эти отношения могут, в принципе, я вижу. Тут даже без розовых очков видно, что после окончания периода, болезненного периода, причем болезненное окончание может быть. Вы знаете, как, например, как пример 1 из 100. Открываются границы, но человек все равно боится, да? Ему так болезненно хочется, как бы процесс уже остановился, но теперь приходится ему принимать решение, да, вот как-то так. Либо ушла какая-то гора вот как люди там какие-то, да, которые препятствовали вашим отношениям, либо события, либо ситуация, вот все что угодно, вот все, что могло препятствовать, да, это уходит, но остается все-таки внутренняя вот такая какая-то обреченность, пустота. Вот что, мне приходится делать первый шаг, мне придется теперь планировать, но планы-то будут болезненно, но будет он делать какие-то планы, потому что он понимает, что ему нужно строить будущее прежде всего, а он думает о своем будущем. Ну, смотрите, тут, в принципе, что говорят? После того, как момент ожидания закончится, болезненное ожидание, видите, как она это колупает, это деревце, сок, и там кровь течет из дерева. То есть, знаете как, тут вот не нужно превращаться вот в это дерево, да, в эту особу, которая колупает это дерево. Слово такое какое-то бабушкино у меня проскочило, наверное. Вот ковыряет это деревце, да, до крови. Вот не нужно, вот когда вы ждете, ковырять себя до крови. Не нужно. Займитесь собой, вы же императрица. Действуйте там в каких-то других направлениях и дайте человеку уже из этого пажа вырасти до короля Пентаклей и до императора. Да? Тут же императором он показывался. И карта судьбы все-таки сведет вас. Да? Колесо фортуны, 10-й аркан, он будет проявляться столько раз, сколько нужно. Но все-таки, смотрите, здесь говорят о шансе, поэтому нельзя упускать тот шанс, когда вы можете себя показать во всей своей красе. Во всей своей красе. Что это значит? Ну, опять же, это некое достоинство такое в поведении. Какие планы?
человека, ну, смотрите, видите как, человек все-таки... Пока дайте ему. Вот вам всегда во всем этом раскладе говорят, что да, здесь есть большущий потенциал отношений. Но пока человек не разберется в своих пятерках мечей, тройках мечей, и не дорастет до сознания, когда он может оберегать не только себя и свое сердечко, а еще и окружение родных ему людей. Родных и, не, ну как, и тех, которые вот рядышком с ним будут. Потому что тут, то есть тут дела не будет, пока он сам это не осознает. Он сам должен избавиться от этих пятерок мечей и троек мечей. Иначе вам будет больно, если вы будете действовать сейчас в его направлении. Его действие только должно быть, его, исключительно его. Если не он будет действовать, а вы, тройка мечей будет ваша. Пятерка мечей будет ваша. Не нужно. Оставляйте, чтобы он вот как раз вылечил, долечит себя, проявится в виде короля жезлов, а здесь, в этой колоде, я не раз показывала уже, да, человек, который заботится прежде всего не о себе. Он закончит вот это вот свое развитие и избавится от этих тараканов больных, болючих, которые грызут ему там сердце, и превращается в короля жезлов, который действует, и под его опекой, смотрите, и родные дети, и неродные дети. Тут просто шикарный король. Посмотрите, он одного держит родного, да, за ручку, вторые к нему тоже тянутся, вот такие вот веточки, росточки. Да. Я помню, одной подписчице очень понравилось. Но вот так и есть. То есть человек, который организовывает свою жизнь и плюс еще оберегает жизни других людей. То есть пока он сам до этого не дорастет, не нужно его подталкивать. Не нужно. Прослушайте, может, еще раз, да, то есть зачем это вам нужно, зачем это разбитое сердце. Так, я так понимаю, что я хочу вам советы. Потому что у человека планы мы раскрыли. Ему нужна женщина, которая будет его вместе с ним идти в ногу по жизни. Любовь всей его жизни ему нужна. Но у него пока вот пятерка мечей, тройка мечей, да, опять выскочили. Но он готов все-таки действовать. Готов действовать. Давайте так, чтобы он действовал. Вот смотрите, он перекрывает вот эту ситуацию, да, будет шанс все-таки, будет проявление его. Залечивает своих тараканов, мы их так закроем. Но они-то есть, понимаете как, мы-то закрыли, но мы-то не убрали их. Но вот, допустим, он проявляется к вам. Я бы хотела, как вам действовать в этой ситуации, чтобы он вот так проявился. Дать ему шанс. Дать ему шанс. Но смотрите, вы будете в роли выбирающей особы. Вы будете уже держать под контролем вот эту ситуацию. Вот то, что было сказано ниже, выше, вернее, да, все это приняв, вы получаете, смотрите, что вы получаете полный контроль над ситуацией. Его проявление и ваш контроль над ситуацией. Вы сможете быть центром его вселенной, если правильно будете себя вести. Если не будете навязываться, не будете форсировать события, будете, знаете, как заполнять собой его пространство, вот по солнышку, каким-то мудрым, таким смелым образом. Здесь вот и выходил отшельник, да, мудрая такая карта, когда вы приобрели эту мудрость уже даже в общении вообще как-то так с мужчинами. Императрица. По императрице это женщина, которая ценит себя прежде, а потом уже мужчину. Вот только тогда вы будете контроль держать над этой ситуацией, над этими отношениями в полной мере, вы выберете. Вы будете выбирать. Еще один срез, да, когда человек проявляется, то вы можете выбрать, и что-то вам предлагает, вы можете смело выбрать тот путь, который он предложит, объединиться вместе с ним. Но смотрите, если с его стороны будет какая-то манипуляция, отказывайтесь от этого. Девчонки, услышьте меня, опять же, я не пытаюсь как-то кого-то убедить, но здесь с вами говорят уже ваши силы, которые желают вам истинного добра. Да? Смотрите, какая-то манипуляция, замеченная вами с его стороны, пожалуйста, имейте силу воли сказать, что, извините, у меня есть то, что мне нравится, и то, что не нравится. Да? Отказаться от того, что не нравится.
Это будет его менять, и отношения будут приобретать другие краски, абсолютно другие краски. Вот только тогда вы сможете что-то построить. Только тогда. Когда будете иметь за плечами опыт общения такого, знаете, манипулятивного. Когда сможете, ну, то знаете, вот так, мечевая здесь, и слезы у нее есть, да, и кровь на мечах. Когда будете себя осознавать уверенной, спокойной, внутри чувства есть. Там может ураган бушевать. Но когда вы показываете свои четкие границы, а четкие границы вы очерчиваете просто мечами. Так, сегодня прям вот, как я, наверное, задержалась, да, 41 минута. А границы очерчиваете мечами. Звонят, не отключила. Давайте я посмотрю вам еще пару советов, как себя вести, и будем завершать. Как себя вести? Справедливо. Все-таки у справедливости тоже 2 меча. Как себя вести? Отказываться от ненужного. Если боль в кубке, помните, выбрасывайте этот кубок. Если он несет какое-то, вот что-то хотя бы вам не нравится в отношении этого человека к вам, просто говорите: мне это не нравится. Проговаривайте. Тут нужно, конечно, такой взаимообмен. Предъявляйте претензии, но без эмоций. Вот так. Справедливо относитесь к самой ситуации, к мужчине, к себе. И вы, знаете как, ну, получите то, что вам все равно причитается. То, что заслуженно ваше. То, что заслуженно ваше. Осторожненько все-таки ведите себя. Осторожно. Очень осторожно. Ну и колесница. У вас будет продолжение, у вас будет путь с этим человеком. Я вижу, тут прям, девочки, тут целая Санта-Барбара случилась в этом раскладе. Когда вы, вот как на американских горках чувствуете себя. Один момент, да, когда не понимаете, что происходит, но в любом случае это ваш рост. Это ваш рост. Хотя я громко сказала про американские горки, с таким человеком он довольно спокойный. Вам просто внутри себя эти американские горки надо потушить. Остановить. Вот когда вы останавливаете их, проходит правильное движение по жизни. Вот. А сейчас, мои дорогие, я все-таки буду прощаться. Нам уже несколько раз напоминали, что мы и так затянули этот расклад. Я думаю, что максимальную информацию вы получили. Давайте я сделаю вам... Я хочу сделать такой маленький скрин, чтобы у вас как-то проигрывалось. Вы императрица, а он король Пентаклей, то есть человек, который вам все-таки дает и действует в вашу сторону. И у вас есть совместное будущее. И у вас есть совместное будущее. Если вам импонируют эти карты, можете сделать скрин и пользоваться им тоже для себя. Императрица. Женщина достойная, ценящая себя прежде, да, солнышко, это солнце в ваших отношениях по всем, можно сказать, участочкам, когда вам хорошо вдвоем, ваше совместное будущее. И король Пентаклей — это человек, мужчина, который вам многое может дать, многое предложить, который заботится о вас. Вот так, мои хорошие, я была рада для вас поработать, постараться. Ставьте, пожалуйста, лайки и пишите комментарии. То есть не оставляйте, подписывайтесь на канал, не оставайтесь за пределами, да, потому что я думаю, что, возможно, для вас интересны мои расклады, и если хотите, чтобы я продолжала, пожалуйста, как-то реагируйте, буду рада. Всего вам доброго, с вами была ваша Юлия. Пока-пока.